Друзья, всем привет! Это подкаст про лайфстайл-медицину, который называется «Образ жизни как лекарство». Я Юлия Вертова, рядом со мной Елена Гапчук, лайфстайл-терапевт, женский доктор, коуч, спикер и соведущая подкаста. Лен, привет, добро пожаловать! Здравствуйте, друзья! Привет, Юля! Рада вас чувствовать на том конце нашего микрофона и добро пожаловать в подкаст. Ну вот я сразу сходу с места в карьер хочу предложить тебе, мы договорились изначально на берегу о том, что этот подкаст о медицине как образе жизни. Мы будем делить на какие-то небольшие такие фрагментарные беседы по разным темам, жизненно важным для нас, поскольку медицина образа жизни. Вот я предлагаю сегодня впрыгнуть в такую очень актуальную тему для всех, без исключения, с определенного возраста, конечно. Хотя, может быть, ты сейчас и здесь меня разобьешь. Секс, сексуальное здоровье. Когда говорить о сексе, начинать, да, с детьми и со взрослыми, когда этот разговор правильно, в каких условиях, в каком настроении вести, и как сделать так, чтобы наша сексуальная жизнь помогала нам оставаться людьми здоровыми и счастливыми. Спасибо за вопрос, Юль. Тема действительно очень актуальная, потому что мы все знаем, насколько счастливее мы становимся, когда у нас качественная близость и когда мы находим отклик в душе другого человека, в его теле, в его улыбке. Ты знаешь, ты сказала, что, возможно, я тебя где-то там про возраст и общение. Но вот мне хочется тебя спросить, с какого возраста, как ты думаешь, люди начинают флиртовать? Флиртовать? Ой, да с рождения, мне кажется, мы все флиртуем друг с Браво, другом. потрясающе. Потому что первый эпизод флирта в своей жизни я увидела, когда еще была не доктором, а студенткой в родзале, и у двух мамочек одновременно родились детки, мальчик и девочка. Их положили на пеленальный столик, и между ними невероятно трогательный для меня на тот момент развязался диалог какой-то на уровне звуков, какой-то на уровне, я даже не знаю, ну, конечно, смотреть появление жизни — это всегда волшебство, это очень волнительно, одновременно красиво, одновременно много ответственности, но вот этот флирт и разговор о жизни, мне кажется, это разговор о сексе, в принципе, всегда. Соответственно, говорить мы начинаем всегда, даже невербально, пока мы еще говорить не умеем, потому что интерес ребенка к своим гениталиям, к инаковости окружающих объектов, родительских тел, когда ребенок начинает замечать разность в теле другого пола, да, если это девочка смотрит на мальчиков и не понимает, почему у них как-то по-другому. И все это уже будет вызывать вопросы к родителям, и бережное и внимательное отношение к ребенку всегда. И ответ на тот объем его вопросов без впадания в обморок из серии «О, Господи, откуда он уже все знает про сексе?» Он еще ничего не знает. Это ваше наносное отношение к ситуации. А вот ровно на тот вопрос, который пришел, необходимо честно и максимально откровенно ответить ребенку без впаданий в подробности, как у рыбок, как у бабочек, как у родителей, что происходит. Да? И с каждым новым возрастом, конечно, интерес будет увеличиваться, вопрос будет расширяться. И меня всегда искренне радуют дети. Вот на семинарах, когда я провожу, встречаюсь, спрашиваю, что вы знаете, что вам хочется узнать, какие у вас такие вопросы, которые вы стесняетесь спросить. И благодаря доступности литературы сейчас уже и большей открытости общества, и, наверное, то, что мы на Кипре живем, мы, в принципе, добрее и как-то легче мы говорим о сексе и с детьми, то дети достаточно хорошо реагируют спокойно и уже имеют много знаний к своим 13-14 годам. То есть они тебе отвечают, как в том анекдоте, да? Елена, а что бы вы хотели услышать? Что бы вы хотели узнать? Какие у вас есть вопросы? Задавайте. Примерно так, но, конечно же, я вношу ясность в их глубину познаний, потому что человеку, маленькому мозгу очень сложно объединить
приходящее знание, да, вот мы учим математику или биологию, ну вот она где-то там, это математика, где-то это биология, где-то это физиология, анатомия, например, да, которую мы учили в институте. Потом, когда ты попадаешь в реальный мир, предлагаемые обстоятельства, и тут начинаешь вытаскивать из своего мозга эти знания и понимать в прикладном аспекте к своему телу, если это касается биологических знаний. Помнится, нам рассказывали, вот там вот. И меня очень радует, насколько действительно, когда ты сам спокоен и уверен в себе, без стыда, без вины, без каких-то напряжений, говоришь с детьми о сексуальности, о вопросах тела, об отношениях, насколько они расслабляются, становятся такими, знаете, маленькими мужчинами и женщинами, абсолютно не капризными, вот какими-то другими они уходят с семинаров. Возможно, это моя фантазия, но они так не это стесняются, не краснеет никто? Стесняются, смеются, лезут под стол, когда узнают, что менструация, например, будет в их жизни в ближайшее время и на долгие годы. Вот это их повергает, конечно, в такое отчаяние. Лезут под стол и говорят: нет, мы не хотим ничего подобного, потому что есть уже некий бэкграунд плохости, да, какой-то негативной окраски события, возможно, от тех близких, которые проживали эти ситуации не самым радостным образом. Знакомство с гинекологом тоже пугает, потому что идет, знаете, у детей это нормальная реакция, от 8 до 10 лет идет очень сильное отрицание всего того, что предлагается, и нету ассоциации информации собственного тела, что вот если я, например, показываю, что гигиенические средства и их разнообразие, какое сейчас есть, чем можно пользоваться, и тем, чем именно вам комфортно будет пользоваться, да, вы выберете, или это в каком возрасте, например, и для каких обстоятельств можно пользоваться тампонами, и для каких обстоятельств менструальные чаши или многоразовые прокладки, да, то есть сейчас, в принципе, человек должен ориентироваться, как нам рассказывают про, я не знаю, про продукты, да, какие покупать в магазине. Ну, почему-то все считают, что мы рождаемся и знаем сразу там все, что нужно. Вот либо считают, что придет время, и ты все узнаешь. Не надо опережать события. Не надо вот ребенка забивать ему голову тем, что будет отвлекать его от учебы, от какого-то здорового развития, спорта, опять же. Очень хорошая мысль, Юль, спасибо. Вы знаете, сколько свободной энергии и здорового психологического пространства для знаний высвобождают адекватные, своевременно представленные знания о сексуальности. Сколько тревоги, любопытства нездорового дальнейшего о запрещенном, да, транслируем мы своим вот этим вот отодвиганием. Нет, это для взрослых, там понятно, что не нужно на ребенка вываливать все, что происходит в современной индустрии для взрослых. Абсолютно. Ребенок, к сожалению, и так сейчас знакомится с видеопродуктами для взрослых очень рано, 6, 7, 8 лет. Не потому, что он ищет эту информацию, как вы понимаете, в интернет, хотя многие родители падают в обморок, увидев, что даже при любом формате, поставленном в гаджете родительского контроля, где-то да и проскакивает информация о обнаженных телах. Ну да, достаточно ребенку набрать. Я помню, как мой сын в 5 лет сиськи. Я думаю, так кто ж у меня в поисковике тут сиськи ищет? Вот, оказывается, кто. И это нормально. И это нормально. И любопытство в том-то и хорошо, что это двигатель жизни. Ну вот прозвучала такая мысль своевременная. Своевременные ответы на вопросы. А вот своевременное — это когда? Когда наступает это время? Это когда вопросы появляются. То есть, если вам задают вопрос, значит, время пришло. Однозначно. Значит, у ребенка уже возникло внутреннее напряжение для того, чтобы вопрос вербализировался, сказался, да, языком и челюстью, и был адресован уже вам. То есть, поверьте, он уже как-то об этом в прекрасном современном сериале, не знаю, прекрасном или нет, Шерлок Холмс, Шерлок говорил: ваш мыслительный процесс вызывает у меня физическую боль. Понимаете?
Там уже был мыслительный процесс, то есть обратите внимание, не отмахивайтесь. Хорошо, с детьми все понятно. Есть вопрос, нужно искать ответ. Не можешь ответить сам, обратись к специалистам. Вот Елена Гопчук, например, регулярно занимается тем, что рассказывает детям, в том числе о том, что происходит в их теле, что происходит с их организмом и как это произойдет однажды. С детьми ясно. Идем к взрослым людям. Взрослые дяди и тети, казалось бы. А все равно стесняются что-то спросить, а чаще стесняются что-то сказать о том, что что-то не устраивает, что-то не так, невкусно, неприятно. Мы терпим или вообще отказываемся, да? Ну вот мне с тобой не нравится, все, я тебя вычеркиваю. Отлично, Юль, спасибо. Ты прям, могу поставить подпись, и я пошла. Все, что ты перечислила. Я тебя не подсиживаю, ни в коем Да нет, случае. мы столько с тобой говорим на разные темы, что это уже просто такой обмен опытом, мыслями. Я учусь журналистике, и мы обмениваемся знаниями всех направлений. Смотрите, на самом деле это очень тонкий лед и основа конфликтов, семейных разладов отношений, точки неудовольствия, точки терпения, точки компромиссов, где человек решает, что сознательно или неосознанно, да, вот он идет на компромисс, потому что взрослые люди — это уже некий сложившийся жизненный опыт, полученный от родительских фигур или фигур их замещавших, те, кто воспитывали. Первый год жизни самый важный в жизни человека. И там так вроде бы 12 месяцев всего, но для психики ключевая стадия формирования объектных отношений. Если мы успешно проходим эту стадию, знакомимся с отношениями в паре между родителями, успешными, счастливыми, любящими, мы учимся формировать свои собственные такие отношения. Если эта стадия не пройдена психикой успешно, то человек будет выбирать тройственные союзы, то он будет выбирать отношения без перспектив, будет выбирать изначально партнеров на неудачу. Знаешь, как мой психоаналитик говорит: мужчина, отойдите, вы мне заслоняете вот того плохого человека, на которого я сейчас смотрю. Да, то есть стадии развития личности, и они идут с нами всю жизнь. Мы проживаем некую такую спираль. Где застряли, на каком витке, там и находимся. И обтираем свои травмы друг от друга. Встречаем таких же людей с подобными сексуальными проблемами, с антагонистичными сексуальными проблемами. Жертва всегда найдет садиста и агрессора. А кто помогает определить, что проблема, может быть, не в тебе как в тебе, да, конкретно, в каких-то твоих, я не знаю, особенностях, а в том, что что-то по-другому в жизни происходило, что-то не сложилось в детстве, или вот ты говоришь, не был правильно прожит какой-то период, и отсюда возникли какие-то комплексы, какие-то сложности подсознательно, о которых ты не подозреваешь. Вот ты живешь, и ты не знаешь, что, оказывается, вот там эта проблема. На самом деле это уже не важно, да, потому что проблема так или иначе в тебе. Мы же не ходим в прошлое, да, прошлое вызывает... Почему же регрессивный гипноз, по-моему, это очень сейчас популярная вещь. Тем, кто не боится удачи, как говорится, а в остальном я за, знаете, как безопасное, спокойное, и все методы имеют место быть, ни в коем случае не критикую, но каждому человеку нужно выбирать свое. Депрессия из прошлого, тревога из будущего. Мы находимся здесь и сейчас, и уже, понятное дело, хорошо понимать, что было, как у родителей отношения складывались. Я всегда спрашиваю. Вот. Такие вопросы Я всегда спрашиваю, конечно. По крайней мере, сориентироваться, да, нашли ребенка в тазике у двери подброшенного, да, знаешь ли ты свою историю, да, или все-таки ты родился в любящей семье, где тебя ждали и тебя желали, или мама хотела сделать аборт, возможно, человек знает, или мама теряла эту беременность, возможно, человек об этом знает, и он будет чувствовать такой тонкий флёр покинутого, травм покинутого у нас, когда нас отторгают. И это все складывается на отношения. Я не говорю сейчас про философию или какую-то вот чисто психологию, потому что человек входит в отношения и сам собой так их развивает,
что его отвергают. Потому что он сделает все, грубо говоря, из себя возможное, чтобы его отвергли. У него такая программа. Менять, что делать, да, потому что все приходят и спрашивают, что делать. Во-первых, называть свои чувства и ощущения, и сценарий, что меня несет сейчас, да, в какое-то действие, которое, возможно, приведет к каким-то результатам, да, то есть осознавать процесс, останавливаться и пробовать менять сценарий, делать что-то по-другому. Например, если вы привыкли выбирать секс или массаж, выбрать не секс и не массаж, а пойти на концерт. Вот такой вот смешной пример другого сценария, да. То есть если человек схлопывает дистанцию флирта и сближения, наступает очень быстро, то есть, да, люди влетают в отношения, ну вот там есть риск объективизации, и там не видно за тенями близко стоящих друг друга людей, что же там, да, великое видится издалека. Отношения большие, они вот, ну, как-то все-таки могут развиваться постепенно, могут развиваться в моменте. Тут степень взрослости и цель отношений. Если людям комфортно в объектности быть друг друга объектом, так живет 60% общества. Это тоже рабочая абсолютная история. Но есть обратная сторона медали, когда, особенно девушкам, да, наверное, это знакомо, когда ты годами ждешь, что он скажет или сделает предложение, или перейдет на какую-то следующую ступень отношений, а он, в принципе, его все устраивает, он готов вот жить вот так вот, флиртовать, оставаться где-то в поле твоего зрения, но при этом не переходить черту, после которой наступают какие-то обязанности и обязательства, которые сейчас тоже многие, да, как-то пытаются, мне кажется, все упростить. Вот эта невыносимая легкость бытия, она просто невыносима, мне кажется, местами. Хочется какой-то глубины, а люди как-то более поверхностно на все это смотрят. Спасибо тебе за вопрос. С тобой говорить одно удовольствие всегда. Близость, пространство между двумя людьми, пространство. И вот именно близость в возможности отходить в сторону друг от друга и проговаривать друг другу свои пожелания, свои чувства, свои хочу, могу, не хочу, не буду, понимаете? То есть вот это очень-очень важная часть. В сексуальных отношениях, в частности, не, на терпении, на пуантах с бантом долго не выстоишь на сцене балета, особенно если ты не балерина по образованию. Браки разваливаются, а в какой-то момент химическая формула любви ослабевает. Да, вот есть книги «Любовь живет 3 года» и так далее. Есть на самом деле у меня есть семинар «Химия любви и отношений». Я рассказываю о природе возникших чувств, как они развиваются и куда они все деваются, если мы их не подкармливаем. И на очень простых вещах вот вдруг партнер начинает замечать, я не знаю, бородавки на спине, которые он годами не замечал у партнера. И они прям вот начинают катастрофически раздражать. Человек может в сознании не выносить, что его бесит. Может там искать другие причины, люди могут ссориться, люди будут ругаться. А на самом деле, вот если поговорить с психологом, с сексологом, с аналитиком, ну, с тем, кому ты можешь доверить, окажется, вот меня бесит, или меня бесит запах изо рта, волосы на теле, вес, отложение. Мне кажется, на тему химия отношений можно сделать отдельный подкаст, вот так вдогонку сразу предлагаю. А если подводить черту под сегодняшним разговором нашим о сексуальном здоровье, что бы пожелала как врач? Пожелаю взрослости и проговаривания, учиться проговаривать не подружкам, не кому угодно, а своему человеку, своему мужчине, своей женщине, не бояться реакции. Честно, это про честность с самим собой в первую очередь, про знание себя, про достаточность, что тебе достаточно, какое количество сексуальных контактов тебе необходимо в течение периода какого, да, то есть свою сексуальную конституцию, и не думать, что это блажь, а реально 3 типа сексуальных конституций. И, соответственно, этому выбирать партнера без ожиданий, без иллюзий, что вот сейчас как-то там что-то случится, и он начнет меня хотеть 5 раз в день. Если он хочет, раз в неделю.
честность с собой, ответственность за свое здоровье, за свое удовольствие, за знание своих эрогенных зон, за свое генитальное здоровье, за работу с болью, потому что дискомфорт в половой жизни совершенно банально связан с нездоровым кишечником очень часто. Умение без стыда рассказать партнеру, что вы чувствуете. Вот как-то дал нам Бог речь. Давайте пользоваться. Елена Гопчук, подкаст про здоровье, про здоровый образ жизни, про образ жизни как лекарство. Продолжение следует. Спасибо большое.